Всем большой привет, с вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике. И в этом видеоролике мы с вами полностью поговорим про импульс, закон сохранения импульса, про энергию, работу и закон сохранения энергии. Это будет жарко, потому что особенно этот вебинар нам очень потребуется к вебинару по 26-му нашему номеру, чтобы мы с вами знали, как нужно оформлять и обосновывать все законы сохранения импульса, законы сохранения энергии и так далее. Поэтому всем приятного просмотра, это будет круто. Погнали! Этим летом тебя ждет моя супер летняя школа к ЕГЭ по физике следующего года, где мы с тобой сначала плавно войдем в мир физики, изучим динамику, кинематику с полного нуля, и при этом мы уже начнем решать задачи с правильного оформления второй части. Это будет круто. А потом в августе мы изучим электромагнетизм, одна из самых сложных тем для 11-классников. И ты уже сможешь познать, что в начале 11 класса тебе было довольно легко учиться в школе, и вместе с этим во второй половине 11 класса ты смог все это полноценно повторить на годовом курсе. И мощно тогда это все зашарить к ЕГЭ по физике. Поэтому для тебя у меня будет ссылочка в описании. Переходи и присоединяйся. Это будет жаркое и мощное лето. До встречи на вебах. И заодно, если ты хочешь свою бицуху прокачать на максимум, чтобы она стала прям огромнейшей, а твои знания по физике неимоверно стремились к 100 баллов на ЕГЭ, то для тебя у меня есть годовой курс по физике. Это самая мощная, самая крутая вещь следующего года, которую нельзя пропустить. Там мы изучим все темы, все фишки метода решения задач, разберем все тонкости правильного оформления, чтобы ни один балл от тебя не ушел. И твой высокий балл был при тебе. Так что переходи по ссылочке в описании и присоединяйся. До встречи на годовом. И твой высокий балл ждет тебя. Переходи по ссылке. Приступим к нашей теории и рассмотрим сначала динамику движения одной единственной материальной точки. Вспомним, что у нас существует второй закон Ньютона, но при этом давайте мы его сейчас запишем не в обычной нашей форме, а в общем виде, как еще называется, в импульсной форме. Что тогда будет известно? Тогда, если у нас есть некоторая материальная точка массы m, она двигается со скоростью v маленького вектора в этот момент времени, и при этом масса, например, вот этой материальной точки, она может меняться, то тогда вводится такое понятие, как импульс этой материальной точки. Импульс будет выражаться как mv, и тогда второй закон Ньютона для материальной точки можно переписать в следующем виде. Как скорость изменения импульса, то есть мы берем малое изменение импульса за этот маленький промежуток времени, это будет выражено как малое изменение произведения mv к этому маленькому промежутку времени ΔТ, за которое все это произошло. Отметь, что ΔТ у нас должно стремиться к нулю. То есть это очень маленький промежуток времени. И тогда это соотношение будет выражено через сумму всех сил, действующих на нашу материальную точку. Ну или по-другому, как равнодействующая всех сил, действующих на нашу материальную точку. Как раз таки здесь еще раз отметить, что масса у нас может меняться, потому что мы с вами берем изменение от произведения m на v. И там будут возникать всякие свои приколы. А тот известный нам второй закон Ньютона без импульса, он нам был известен при случае, если масса равна константе. Как вы помните, это вы можете глянуть ролик по динамике. И что тогда? Давайте я немножко по скрипту вам напомню, что давайте мы вот такое соотношение вида ΔТ, стремящегося к нулю, потому что, ну, согласны, везде все время это приписывать, ну, как-то много. И лишний раз об этом думать как-то не очень. Давайте мы сразу вот это соотношение будем обозначать как dt. То есть d это то же самое, как дельта. Аналогично, просто изменение. Но оно сразу в себе будет содержать вот эту малость. То есть это будет очень малое изменение. Поэтому дельта t стремящийся к нулю, то есть очень малое изменение времени, это будет как вот так вот. Окей, то можно переписать в таком виде, как dp вектор, то есть малое изменение импульса за маленький промежуток времени dt, это будет наша равнодействующая всех сил. Тогда мы можем переписать в следующем виде, то есть домножим просто на dt. dp вектор, то есть наше изменение импульса за время ΔТ, где еще раз ΔТ очень маленький промежуток времени. Это будет наш импульс силы r вектор, где r вектор помножаем на dt. Еще раз отмечу, что такое произведение называется как импульсом силы за время dt. Прекрасно. Но что самое интересное, что, конечно, почему мы берем здесь маленький промежуток времени? Потому что за маленький промежуток времени мы будем считать, что примерно сила наша равна константе.
То есть, ну, конечно, она там может меняться. Например, была 5 ньютон, 6 ньютон, 7 ньютон, 8 ньютон. И в каждый момент времени она разная. Но за маленький промежуточек времени наша сила не сильно успевает измениться. Мы можем ее считать примерно константой. Поэтому, конечно, что-то нам известно. То есть вот эту константу помножаем на этот промежуток времени, получаем наши изменения. То же самое, как помните, если, например, мы двигаем со скоростью 5 метров в секунду в течение 3 секунд, то мы просто скорость 5 помножаем на 3 секунды, получаем наше перемещение. То есть будет 15 метров. Но это если мы двигаемся вдоль прямой. Но при условии, что скорость тогда равна константе. И здесь то же самое. Но давайте мы с вами рассмотрим не такой маленький промежуток времени. Все-таки нас интересует какой-то, ну, конечный промежуток времени для нас. Там 5 секунд, 6 секунд, 10 секунд, либо та же самая минута, а не там ДТшка, которая там 1 миллионная секунда для нас. И это слишком мало. Вот. Давайте мы с вами рассмотрим такие промежутки времени, как тогда можно будет переписывать это выражение. И рассматриваем тогда первый случай, что если у нас наша сила будет равна константе, то есть ее направление и значение не будет меняться, то можно так, что изменение импульса будет выражено как произведение как раз вот этой силы на промежуток времени. Ну, понятное дело, сила равна константе, помножаем на время, получаем изменение импульса. Максимально логично. А что же будет, если r-вектор не равен константе? Как тогда поступать? Потому что, ну, здесь что вы будете поступать, если вот сюда будете поступать? У вас же r, она будет меняться в каждый момент времени. Что вы сюда будете ставить? Непонятно. У вас было 5, 6, 7, 8 ньютон. Вы что из этого будете ставить? Непонятно. Поэтому тогда лучше говорить, что мы сюда будем ставить r среднее, то есть некоторое среднее значение нашей силы, вот это r-вектор. Поэтому наше изменение импульса за какой-то конечный промежуток времени дельта t можно переписать как произведение какой-то средней силы помноженное на дельта t. Можно таким случаем переписывать. Конечно, в общем случае там нужно интеграл писать и так далее, но это вы изучите в ВУЗе. Отлично, тогда давайте перейдем к динамике системы материальных точек. Теперь же перейдем к рассмотрению динамики системы материальных точек. Давайте это и рассмотрим. Вот я изобразил здесь систему М1 плюс М2, то есть давайте для простоты я буду рассматривать систему из двух материальных точек массами М1 и М2. Вот я это здесь выделил. И для простоты пусть на них будет извне действовать сила тяжести М1G и М2G, и сами они будут взаимодействовать силами F1,2 вектор и F2,1 вектор. При этом, почему такие обозначения? Потому что F1,2, то есть действует на первую нашу материальную точку со стороны второй материальной точки. Здесь аналогично. Действуем на вторую материальную точку со стороны первой материальной точки. Прекрасно, с этим разобрались. Но вместе с этим вспомним, а что такое внутренняя и внешняя сила? Ну, давайте здесь мы рассмотрим наше определение. Внутренняя сила — это сила, действующая на точку системы. То есть, например, F1,2 вектор — это сила, действующая на нашу точку системы со стороны точки, входящей в эту же систему. То есть, видите, F1,2 действует на точку системы со стороны точки 2, которая входит в эту же систему. Поэтому она является внутренней. Аналогично у силы F2,1 действует на точку системы со стороны точки, входящей в эту систему. А вот внешняя сила — это сила, действующая на точку системы. Вот, например, М1G действует на точку системы со стороны точки, не лежащей в этой системе. То есть, например, здесь у нас располагается Земля, и, конечно, уже Земля будет действовать на нашу точку системы, но при этом Земля не лежит в нашей системе. Прекрасно с этим разобрались. И что мы с вами можем вспомнить? Что тогда у нас есть некоторый интересный факт, fun fact, что, оказывается, сумма внутренних сил, она у нас нулевая, правильно? То есть F1,2 плюс F2,1 это будет 0. Но, как это мы с вами вспомним, это следует из третьего закона Ньютона. Все-таки они направлены в разные стороны, по модулю равны. Отлично. Вместе с этим мы также написали, что F1,2 и F2,1 внутренняя сила, M1G, M2G это внешняя сила. И что тогда? Давайте мы с вами сначала введем импульс системы вот этих материальных точек. Как он выражается? P-системы — это будет сумма импульсов от каждой материальной точки, то есть P1 плюс P2. Ну или по-другому M1 V1 плюс M2 V2, если наша материальная точка будет двигаться с какими-то скоростями V1 и V2. И тогда, если мы с вами найдем изменение нашего импульса системы за какой-то промежуток времени дельта t, то, оказывается, тогда мы с вами сможем вывести закон изменения импульса для системы. Как он будет выглядеть? В инерциальной системе отчета для системы материальных точек будет верно. Как? Скорость изменения импульса системы, то есть наше изменение импульса системы за маленький промежуток времени дельта, это будет нам давать равнодействующие именно внешних сил. Почему это будет так? А потому что, когда вы будете расписывать вот это отношение, вы получите сумму всех внешних сил и сумму внутренних сил. Ну а сумма внутренних сил, она у нас будет зануляться. Поэтому у нас останется только сумма внешних сил. Также отмечу, что мы с вами будем рассматривать маленький промежуток времени дельта t. Ну и, конечно, аналогично, все то же самое будет выполняться и для больших промежутков времени. То есть, если наша R внешняя в этом случае константа, то
наше изменение импульса, это будет r внешне на дельта t. А если же r внешне у нас не константа, то есть вот сюда смотрим, то наше изменение импульса системы это будет r внешне какое-то среднее на дельта. То есть аналогично, как и было и здесь. Прекрасно. Тогда пойдем дальше. Ну и давайте теперь рассмотрим, а когда же наш импульс сохраняется? И когда у нас будет выполнен закон сохранения импульса? Это нам особенно потребуется в оформлении 26-го номера ЕГЭ. Поехали. Когда импульс сохраняется? Ну, первоначально, понятное дело, в простом виде закон сохранения импульса будет выглядеть следующим образом. В инерциальной системе отчета, если у нас равнодействующая всех внешних сил, она равна нулю, то есть либо их нет, либо они все скомпенсированы, или по-другому еще называется, кстати, как наша система замкнута, то есть если система замкнута, то за некоторый промежуток времени дельта t можно переписать как изменение импульса системы, это будет 0 на дельта t. 0 это константа, правильно? Поэтому 0 берем, помножаем на какой-то промежуток времени и получаем 0. Все-таки мы помним, что 0 на что-то, это будет 0. И тогда получаем, что наши изменения будут равно нулю. А когда изменение равняется нулю? Когда сама величина равна константе. То есть у вас P системы будет равна константе. То есть не будет меняться как по направлению, так и по значению. Поэтому мы получаем, что импульс наш сохраняется, система. Прекрасно. А что, если у вас все-таки r внешняя не равна нулю, но при этом равнодействие всех внешних сил будет равна нулю в проекции на какую-то ось? Тогда у нас будет выполнен закон сохранения проекции импульса. И как он будет звучать? В инерциальной системе отсчета, если проекция равнодействующей всех внешних сил будет равна нулю в проекции на ось x, то за некоторый промежуток времени дельта t мы можем переписать дельта p системы в проекции на ось x. Это будет 0 на дельта t, потому что 0 это константа, помножаем на какой-то промежуток времени. Получаем, что это же будет 0, то есть наше изменение проекции импульса будет равно нулю. Правильно? А значит, сам импульс в проекции на ось x, он будет сохраняться. P системы проекции на ось x, это будет константа. Прекрасно, показали. А вот третий случай, закон сохранения прям импульса, он будет уже чуть сложнее. Поэтому давайте мы с вами немножко сначала поговорим про малость величин. Давайте, первая точка. Представим, что у нас есть какое-то значение x маленькое и x большое. И оказывается, физики могут пренебречь вот этим x маленьким по сравнению с x большим. То есть сказать, что x маленькое много меньше, чем x большое, то тогда вот этим x маленьким, пренебрегаем. Ну, типа, а зачем его учитывать? Давайте мы им пренебрежем. Физики так делают. Конечно, математики там помидорами закидаются, но мы с вами такие, не-не, примерно сойдет. Короче, вот так вот. И когда же это будет верно? То есть x маленький плюс x большой, это будет примерно x большое, то есть x маленький пренебрегли. Когда это будет верно? Это будет верно, если x маленькое у нас будет составлять около 5% от x большого. Ну или меньше, конечно, 5%. То есть 3%, 1%, там 0,01%. Вообще прекрасно, даже изумительно, я бы так сказал. Но 5% уже сойдет. То есть если, еще раз, у вас x маленькое составляет около 5% и меньше от x большого, то тогда мы говорим, что x маленькое много меньше, чем x большой, можем x маленьким пренебречь по сравнению с x. Прекрасно. И давайте тогда рассмотрим некоторые наши примеры. То есть единица плюс 1/100. 1/100 это около 1% от единицы, правильно? 1% меньше, чем 5%, поэтому это 1/100 мы можем пренебречь и считать, что это просто будет единица. Ну, конечно, там 1,1, но это 1/100, типа, это примерно 1. Какая разница? Плюс-минус там 1 грамм и так далее. Причем оно здесь? Ну, вот. Или 1000 плюс 1. Конечно, мы можем это единицу по сравнению с 1000 просто пренебречь. Ну, или вы также можете представить, например, 1000 монет и еще одна маленькая монетка. Ну, конечно, эта маленькая монетка, она с легкостью затеряется среди этих 1000, или мы можем просто ей пренебречь. Поэтому говорим, что это примерно будет 1000. Потому что единица составляет около 0,1% от 1000. Прекрасно. И давайте теперь еще поговорим про такие вещи, как конечная величина. Бесконечная большая величина или бесконечно маленькая величина. Давайте мы с вами определим, что пусть конечные величины будут от единицы до десятки. Это чисто для нас. Ну, давайте пока формально будем считать, что от единицы до десятки наши числа принимают некоторые конечные величины. Почему их называют конечные? Потому что они просто не очень-очень маленькие и не очень-очень большие. Поэтому так назвали. Конечные. Вот. И что тогда? Тогда мы получаем, что 1000 помножить на 5, это будет 5000. Ну, логично, да? Но что это с другой стороны будет? 1000 по сравнению с пятеркой, это на самом деле очень-очень большое значение. То есть это значение, которое почти стремится в бесконечность по сравнению с пятеркой, правильно? Вот, получается, это большое значение. Помножаем на конечную величину, потому что 5 лежит в этом промежутке, и получаем опять бесконечно большое число. То есть 5000, конечно, будет стремиться в бесконечность по сравнению с этим конечным величиной. Конечно. Конечно. Ну вот, и что тогда? 1000 помножаем на пятерочку, получаем 5000. Что это будет обозначать? Это будет обозначать, что очень-очень маленькая величина, конечно, по сравнению с пятеркой, она просто стремится в ноль, правильно? А пятерка — это наша конечная величина. Получаем в произведении 5000.
Ну что такое 5000? 5000 по сравнению с пятеркой это что-то, стремящееся к нулю. То есть очень-очень-очень маленькая величина. Правильно? Получаем, что стремящееся к нулю, помножаем на конечную величину, получаем очень-очень-очень маленькое значение. Прекрасно, с этим разобрались. А что же будет, если я что-то очень большое помножу на что-то очень маленькое? Я тогда получу конечное. Особенно смотрим сюда. 1000 помноженное на 1000, это будет единица. То есть, по сравнению с нашими конечными величинами, 1000 это что-то большое, такое, стремящееся в бесконечность. Помножаем на что-то очень маленькое, на 1000. Бац, получили конечную величину. И теперь именно это нам сейчас потребуется, чтобы показать закон сохранения импульса. Но вначале давайте мы немножко поговорим про ударные силы. Давайте представим, что вот у нас есть некоторая временная ось. Я здесь указал промежуточек времени дельта t, где за дельта t мы с вами будем обозначать время взаимодействия. То есть, например, у нас происходит какой-то удар. То есть, бац, у меня ударились, ладошки в данном случае. Или какие-то мячики соударяются. Вот это всегда время соударения, оно очень-очень маленькое. Правильно? С обычной нашей жизнью. То есть, там 5 сотых секунд. Ну, короче, очень-очень мало. Быстро происходит. Но что тогда? Тогда мы можем с вами переписать закон изменения импульса для маленького промежутка времени дельта. Даже вот этот dt на самом деле он много меньше, чем даже вот это. Поэтому за маленький dt у нас закон изменения импульса будет выглядеть таким образом. Все-таки r внешне меняется, а за вот этот маленький промежуток времени дельта t у нас r внешне примерно равна константе. Вот, но если же я буду писать за вот это время взаимодействия, то тогда лучше всего здесь писать, что вот наше изменение импульса системы за время взаимодействия это будет произведение внешней силы чего-то среднего, помножить на вот этот промежуток времени дельта t. Но, кстати, вот в ЕГЭ любят опускать вот это среднее, то есть вот этот индекс, но мы его давайте все-таки будем писать. Ну и давайте здесь разберемся, во-первых, почему, хоть и дельта t маленький, но мы не можем просто вот так по-обычному писать. Ну потому что за вот это время соударения все-таки у вас в каждый момент времени сила, она будет разной. Ну вот вы соударяетесь, там в каждый момент времени ваша сила взаимодействия между ладошками, она успевает измениться от какого-то маленького значения до бесконечно большого, а потом опять до очень маленького и так далее. Поэтому лучше писать вот таким образом. Окей, и давайте рассмотрим несколько случаев. То есть, что у нас будет происходить за это время соударения и с этой нашей силой, r внешняя средняя. Давайте представим, что наше r внешнее, то есть равнодействие всех внешних сил, за это время соударения, оно резко возрастает, то есть успеет вот так, бух, до небес возрасти. Такая сила будет называться как ударная сила. Да, ну потому что, еще раз, вот у меня произошло взаимодействие, и во время взаимодействия между ними возникают ударные силы, которые до небес возрастают, становятся очень большими. Что тогда? Тогда давайте мы с вами рассмотрим модуль нашего изменения импульса, то есть я буду рассматривать длину вот этой стрелочки изменения импульса. Это будет произведение нашего модуля r внешнее среднее, помноженное на вот этот промежуток времени дельта t, который довольно малый. Все-таки время взаимодействия очень маленькое. Что тогда? Мы с вами получаем, так как r внешнее у нас резко возрастает, то это величина, которая стремится в бесконечность. Дельта t это очень маленький промежуток времени, довольно малый. Значит, тогда это величина, которая стремится в ноль. Ну и, конечно, мы с вами вспоминаем нашу теорию. При произведении бесконечно большого на бесконечно маленькое получаем конечную величину. То есть, получается, наш модуль изменения импульса принимает какое-то конечное значение. Ага, прикольно. Как это будет тогда визуализироваться? У нас был импульс P1, наша система. Прибавили изменения, получили наш новый импульс. Ну, конечно, мы видим, что это дельта P принимает какое-то конечное значение, поэтому это не нулевой какой-то отрезочек. То есть довольно такой соразмерность P1 и P2. Поэтому, конечно, мы видим, что P1 не равен P2, то есть, значит, импульс не сохраняется. И как тогда еще в ЕГЭ любят писать, что импульс изменяется на конечную величину. Это мы, кстати, с вами будем писать, поэтому советую на это обратить внимание. Что еще раз? Импульс меняется на конечную величину. Вот наша конечная величина, модуль дельта P. Прекрасно, разобрались. А что же будет, если наша r внешняя резко не возрастает? То есть, например, сила тяжести, она равна константе, конечно, за время соударения с ней ничего не происходит. Она до небес не возрастает. Что же тогда? Тогда опять рассмотрим модуль нашего дельта P вектора. Получаем, это будет r внешняя средняя помножить на вот этот промежуток времени дельта t. И здесь заметим, что r внешняя средняя у нас резко не возрастает, значит, оно принимает какое-то конечное значение, конечную величину. Ну а дельта t это очень маленький промежуток времени. Значит, эта величина стремится в ноль. Вот дельта t стремится в ноль. Ну и мы с вами вспомним по теории, что конечно помноженное на примерно 0, получаем примерно 0. Вуаля. То есть получается наш модуль изменения импульса, он стремится к нулю. А что это обозначает? Это обозначает, что если я изображу импульс P1, вот это маленькое изменение, импульс P2, то, конечно, вот это маленькое изменение, но оно вообще малюсенько, малюсенько. Вот зачем его здесь учитывать? Поэтому мы можем считать, что P1 и P2, они примерно все-таки равны. И поэтому тогда импульс мы можем считать примерно равным константе, то есть он будет сохраняться. Представляете? И тогда еще любят писать, что импульс внешних сил пренебрежимо мал. Что значит импульс внешних сил? Да вот он, импульс внешних сил. Ну или то же самое, что изменение импульса. Оно просто очень-очень-очень маленькое.
Вот что тогда пишет. Поэтому мы с вами переходим к закону сохранения импульса. Самый такой сложный момент. Что в иnerциальной системе отчета, если у нас дельта t, то есть время взаимодействия, мало, и при этом R внешне резко не возрастает, то мы можем считать, что импульс наш сохраняется. И это мы с вами будем применять в наших задачах второй части. Так что ждите это на вебинаре. А теперь перейдем к энергии. Теперь же перейдем к рассмотрению того, что такое механическая работа силы. Давайте мы с вами рассмотрим некоторую приятную прогулку ежика, который двигался из начальной точки А в конечную точку Б по какой-то непонятной здесь траектории. И нам будет при этом известно, что в начальный момент времени у нас будет действовать сила эффектор, и вместе с этим вот у нас будет вектор перемещения, который будет соединять начальное положение и конечное положение нашего ежика. Что мы с вами знаем про механическую работу? Что если сила равна константе, то есть не изменяется как по направлению, так и по модулю, это очень важно, то тогда наша работа силы с легкостью определяется как скалярное произведение силы F на вектор перемещения, ну или по-другому как Fs на косинус угла альфа, где уголочек альфа — это угол между силой F и вектором перемещения. Прекрасно. Ну а что же делать в том случае, если, например, у нас сила F не будет равняться константе? То есть у нас, например, модуль может меняться, или направление силы F может меняться. Что же тогда? Тогда работа будет определяться как сумма всех таких вот элементарных порций работ, где дельта А, это такая красивая дельта, называется как порция работы. То есть мы с вами будем разбивать всю эту большую траекторию на много маленьких таких вот траекториечек. Зачем? Потому что на каждой маленькой такой траекториечке, или на каждом маленьком участке у нас мы можем считать, что работа примерно будет равна константе. И тогда работу на каждом маленьком кусочке мы с вами можем посчитать. Все-таки если сила равна константе, мы знаем формулу. Тогда считаем работу на каждом маленьком кусочке. Это получается элементарная порция работы на каждом маленьком кусочке. И берем их все, суммируем, то есть на первом кусочке плюс, на втором кусочке плюс, на третьем кусочке плюс и так далее. Согласен, выглядит страшно, но такое определение нашей работы. И тогда давайте мы с вами перейдем к мощности силы F. Как определяется мощность? Мощность силы F — это есть N. И N — это есть как порция работы, деленная на вот этот промежуток времени дельта t, за которое у нас сила F совершила вот эту порцию работы. Где дельта t должно, конечно же, стремиться к нулю, если я буду рассматривать как мгновенную мощность нашей силы F, то есть в данный момент времени. И тогда это лучше переписывается в таком формате, где да, это маленькая такая порция работы, деленная на этот маленький промежуточек времени, в течение которого эта порция работы была совершена нашей силой F. Прекрасно. И вот в данном случае я это отобразил, что дельта — это элементарная работа за время дельта t. И здесь по аналогии как с импульсом, если у вас мощность, она уже будет равняться константе, то есть со временем никак не будет меняться, тогда при n равной константе работу А мы можем просто посчитать как произведение мощности на время. Но, как вы понимаете, это будет верно только при том случае, если n у меня выражено как константа. Это напрямую следует отсюда. И при этом давайте мы немножко разовьем вот это поглубже. Вспомним, что элементарная работа — это получается работа на таком маленьком кусочечке. За этот маленький кусочек мы с вами совершим такой маленький вектор перемещения дельта S вектор. И получается, что элементарная работа на этом маленьком кусочке выражается как скалярное произведение силы на вот это перемещение ds вектор. Получаю, что тогда, если я это поставлю в наше определение мощности, это будет f ds вектор, деленное на dt. Ну и давайте мы здесь вспомним, что ds вектор, деленный на dt, это что такое? То есть это наш маленький вектор перемещения, деленный на вот этот маленький промежуток времени, в течение которого мы этот вектор перемещения совершили. Ну, конечно, это будет наша мгновенная скорость, его маленький вектор. Поэтому я получаю, что это будет скалярное произведение силы на скорость, потому что вот это и есть наша скорость в маленький вектор в этот момент времени. Поэтому тогда я отсюда получаю, что мощность n у нас будет выражена как f v на косинус угла между силой и скоростью. О, вот такой прекрасный нам результат. И какое интересное здесь свойство мы с вами получаем, что важно при силе перпендикулярной скорости, то есть, например, если наша сила будет смотреть сюда, а скорость будет направлена сюда, ну или давайте я изображу, что сила будет смотреть тогда сюда, то в этом случае, как вы понимаете, мощность у меня будет выражаться как f на v на косинус 90 градусов. Если мы с вами вспомним математику, то косинус 90 у нас равен нулю, а значит тогда мощность равна нулю. Но если мощность у нас равна нулю, она равна константе, значит работа выражается как 0 помноженное на какой-то промежуток времени, а значит работа будет равна нулю, потому что 0 помноженное на что-то, это будет 0.
Поэтому вот мы с вами получили, что работа в том случае, если сила перпендикулярна скорости, она нулевая. И этим мы с вами будем, кстати, пользоваться при решении наших задач номера 26. И поговорим тогда, что такое потенциальные и непотенциальные силы. Давайте рассмотрим потенциальные силы. Что такое потенциальная сила? F у нас потенциально, если работа этой силы АФ не зависит от траектории движения с точки А в точку Б. Ага. Это что обозначает? Это обозначает, что вот вы, например, первоначально располагались в точке А. И сначала двигались по траектории 1. Потом вы можете двигаться по траектории 2, а можете двигаться по траектории 3, а можете вообще уйти на край Земли, а потом вернуться и попасть как раз в точку Б. И оказывается, работа-то в этом случае вообще не будет зависеть от этих всех траекторий. То есть работа нашей силы F по первой траектории будет равна работе силы F по второй, по третьей. И это будет как раз наша работа силы F по перемещению с точки А в точку Б. Вот такой интересный результат. И что тогда оно нам дает доказать? Оказывается, в математике было доказано, что тогда можно ввести некоторую такую функцию π, ну или по-другому, как она называется, потенциальная энергия для силы F. Что это такое? Для нас мы можем это воспринимать как просто некоторая готовая формула, куда поставил значение и получил ответ. Все. Потому что вот наша будет формулка. А F, то есть наша работа силы F, это и есть потенциальная энергия в начале минус потенциальная энергия в конце. И π это просто есть некоторая готовая формула, куда ты поставил начальные, например, некоторые положения, некоторые координаты, некоторые свойства. Потом поставил в π конечное и получил нашу работу. Конечно, вы мне скажете, что за готовая формула? Но если быть строгим, то потенциальная энергия — это скалярная функция координат пространства, для которой верно, что работа силы F вычисляется как значение вашей потенциальной энергии в начале минус значение вашей потенциальной энергии в конце. Но если для простоты, это просто π — это готовая формула. Когда поставил значение, получил ответ. Все. И поэтому потенциальные силы, они для нас очень-очень важны и очень круты, потому что работу не надо искать вот таким ужасным путем, где ты должен суммировать какие-то штуки, элементарные работы, считать интегралы, короче, ужас. Не, просто взял, сюда поставил значение и получил ответ. Прекрасно. И давайте я приведу некоторые примеры наших потенциальных сил. К примеру, сила тяжести mg. Для нее потенциальная энергия будет выражена как mgh плюс некоторая константа, потому что потенциальная энергия π, она навсегда определяется с точностью до некоторой константы. Или сила упругости. Потенциальная энергия нашей силы упругости выражается как kx в квадрате пополам. Ну, конечно, вы скажете плюс константа, наверное, тоже. Но давайте я здесь сразу скажу, что мы с вами выбираем уровень нуля потенциальной энергии для силы упругости, когда ваша пружина, она просто не деформирована. Здесь вам сказали, где у вас будет уровень нуля. А для силы тяжести вам нужно самостоятельно выбирать этот уровень нуля, и тогда вы точно будете знать, чему равна там эта константа, может быть, она нулевая, не нулевая, это все будет зависеть от того, где вы выберете уровень нуля. Прекрасно. С потенциальными силами мы с вами разобрались, давайте перейдем к непотенциальным силам. В чем здесь будет прикол? В том, что уже работа силы F по перемещению с точки А в точку Б будет зависеть от траектории. Поэтому тогда нашу работу придется считать по определению. То есть работа силы F — это есть сумма таких вот элементарных работ. Поэтому на самом деле такие силы мы не любим. Они не очень, но что ж поделать, если там какой-то приятный случай, например, сила будет равна константе, то отлично. Если же будет неприятный, то ну что ж поделать, придется считать. И пример таких сил — это сила трения, сила N, сила T, сила сопротивления. Почему бы и нет? И тогда нам в некоторых случаях может оказаться, вдруг работа будет равна нулю, может быть не равна нулю. Это все будет зависеть от определенной каждой задачи. А мы давайте тогда перейдем к теоремам об изменении и сохранении механической энергии. Теперь же давайте поговорим про теорему об изменении механической или кинетической энергии. И вначале давайте мы с вами рассмотрим случай материальной точки, одной единственной материальной точки. Давайте представим, что она у нас будет двигаться из начальной точки 1 в какую-то конечную точку 2. В начале скорость в 1, в конце в 2. И тогда в самом начале мы давайте запишем теорему об изменении кинетической энергии для материальной точки. Как это будет звучать? В инерциальной системе отсчета для материальной точки будет выполнено, что работа всех сил, действующих на нашу материальную точку, это будет конечная кинетическая энергия минус начальная кинетическая энергия. То есть К конечная минус К начальная. Вуаля, прекрасно. Теперь же давайте перейдем к теореме об изменении механической энергии нашей материальной точки. Или еще по-другому, это называют как закон об изменении механической энергии для материальной точки. И давайте я в самом начале попробую вывести. Мы с вами вспомним, что у нас есть теорема об изменении кинетической энергии, которая будет гласить, что конечная кинетическая энергия, то есть точка 2 mv2 в квадрате пополам, минус начальная кинетическая энергия, это будет работа всех сил. А мы с вами вспомним,
что все силы разбиваются на потенциальные силы и непотенциальные силы. Значит, тогда А всех сил разбивается как работа потенциальных сил плюс работа непотенциальных сил. А вместе с этим мы с вами вспомним, что потенциальные силы — это какие силы? Это те силы, для которых мы с вами можем ввести понятие потенциальной энергии. А значит, тогда работа потенциальных сил будет выражаться как π начальная, то есть начальная потенциальная энергия, минус π конечная, то есть конечная потенциальная энергия. Или еще по-другому, как минус дельта π. Потому что дельта π — это конечная минус начальная, а нам нужно начальная минус конечная. Поэтому, конечно, я поставлю минус. Тогда подставим наше выражение для работы потенциальных сил вот сюда и получаем, что изменение кинетической энергии дельта К это будет выражено как минус дельта π плюс работа непотенциальных сил. Ну и давайте тогда дельта π перекинем налево. И получаем, что работа непотенциальных сил это будет дельта К плюс дельта π. Ну или по-другому, если мы с вами распишем вот эти дельты, мы получим, что это будет сумма К конечного и π конечного минус сумма К начальная и π начальная. И тогда мы можем с вами ввести понятие механической энергии, потому что, как видите, здесь кинетическая плюс потенциальная и здесь кинетическая плюс потенциальная. Поэтому мы давайте с вами введем понятие механической энергии, которое будет выражать как сумму кинетической и потенциальной энергии нашей материальной точки. И тогда получается, что эта сумма у нас будет обозначать конечная механическая энергия нашей материальной точки минус начальная механическая энергия нашей материальной точки Е. И давайте тогда мы с вами как раз-таки и скажем, что такое теорема об изменении механической энергии. В инерциальной системе отсчета для материальной точки будет верно, что работа непотенциальных сил, действующих на нашу материальную точку при перемещении с точки 1 в точку 2, это будет конечная механическая энергия нашей материальной точки минус начальная механическая энергия нашей материальной точки, где Е будет выражено как кинетическая энергия К плюс потенциальная энергия π. И Е будет называться как механическая энергия нашей материальной точки. Прекрасно. И тогда давайте мы с вами покажем, а когда у нас будет выполнен закон сохранения механической энергии для материальной точки. Он будет гласить, что в инерциальной системе отсчета для материальной точки верно, если работа непотенциальной силы равна нулю, то есть если вот эта часть равна нулю, то, конечно, тогда у нас конечная механическая энергия будет равна начальной механической энергии, потому что эта же разность будет равна нулю. Вуаля! Отсюда мы с вами знаем, что нужно говорить, если мы с вами хотим обосновать применимость этого закона сохранения, что работа непотенциальных сил должна быть равна нулю. Ну и давайте тогда перейдем от рассмотрения одной материальной точки к рассмотрению системы материальных точек. Я также здесь и написал механическая энергия нашей системы. И рассмотрим нашу любимую систему из двух материальных точек. Это материальная точка массой М1 и массой М2. И пусть они будут взаимодействовать силами F1,2 вектор и F2,1 вектор. Прекрасно. И также на них будет действовать внешние силы, то есть на первую это сила тяжести М1G и какая-то еще внешняя сила F1. И на второй это внешняя сила М2G и какая-то внешняя сила F2. То что тогда? Давайте мы с вами проиллюстрируем закон об изменении механической энергии для системы. Он будет нам гласить, что в инерциальной системе отсчета для системы материальных точек будет выполнено, что работа непотенциальных всех сил, то есть всех вообще, которые здесь есть непотенциальные силы, мы учитываем их здесь, это будет энергия системы в конце минус энергия системы в начале. Где это, конечно, энергия будет выражена как механическая энергия нашей системы. Механическая энергия системы равна сумме потенциальной энергии нашей системы плюс кинетической энергии нашей системы. И давайте при этом все это мы с вами запишем для нашего данного примера. То есть в данном примере работа всех непотенциальных сил будет выражаться как работа первой нашей силы F1. Ну давайте представим, что пусть она у нас будет непотенциальной. Аналогично, пусть у нас F2 также будет непотенциальной, поэтому здесь мы ее с вами учтем в работе. И мы должны не забыть про эти внутренние силы F1,2 вектор и F2,1 вектор. Поэтому сюда прибавляем AF1,2 плюс AF2,1. И что очень важно, что здесь уже не как в импульсе. То есть эта работа внутренних сил суммарная, она может быть не нулевая, что очень важно. Это в импульсе, да, там силы друг друга компенсируют, поэтому сумма внутренних сил равна нулю. А вот работа внутренних сил не всегда ноль. Поэтому отсюда возникает следующее. Это давайте мы с вами рассмотрим, какие бывают взаимодействия между нашими материальными точками, либо какими-то телами. Первое, это абсолютно упругое взаимодействие. Это обозначает, что у вас просто работа внутренних сил, она будет равна нулю. То есть работа вот этих вот внутренних сил, она нулевая, тогда у вас взаимодействие упругое. Или же еще называют как неупругое взаимодействие. В этом случае работа ваших внутренних сил, она не равна нулю. Но здесь
возникает вопрос, а что будет, если меньше нуля, а что будет, если больше нуля? Давайте рассмотрим первый случай, что работа внутренних сил суммарно, она меньше нуля. Тогда говорят, что в нашей системе выделяется теплота Q, которая будет равна минус вот этой суммарной работе внутренних сил. Ну и правда, вот эта штука у нас отрицательна, а значит Q у нас будет положительно. Поэтому все с точки знаков у нас верно. Переходим тогда ко второму случаю. Сумма работ внутренних сил у нас будет положительна. Тогда мы говорим, что система у нас получила энергию дельта Е, где дельта Е будет равна работе вот этих всех внутренних сил, что будет, конечно, положительно. Ну что, давайте тогда рассмотрим наше третье взаимодействие, то есть абсолютно неупругое взаимодействие. Важно отметить, что здесь слово «абсолютно», оно уже важное. То есть здесь абсолютно вы можете сказать, можете не сказать, без разницы, потому что абсолютно упругое и просто упругое — это одно и то же. А вот здесь уже имеется некоторая разность. Неупругое — это значит, что у вас суммарная работа всех внутренних сил не равна нулю, и больше ничего, просто сказать, что она не равна нулю. А здесь обязательно, что у вас будет выделяться максимальное количество теплоты Q, и тела ваши слипаются. Тела ваши, еще раз, слипаются. То есть это как раз вот этот случай, и при этом Q должна быть максимальна. Здесь в неупругом не обязательно, чтобы они слиплись, то есть у них выделяется там теплота, но не обязательно, чтобы они слиплись. А здесь важно. Но на самом деле, я вам так скажу, вот в Олимпиадах здесь немножко уточняют, говорят, что не слипаются, нужно говорить, а их поперечная составляющая относительной скорости должна занулиться. Ну или нормальная составляющая относительной скорости должна занулиться. Но это уже в Олимпиадах. Здесь нам уже этого хватает. Так что теперь мы с вами рассмотрели всю необходимую теорию по механической энергии, по импульсу и так далее. Так что мы с вами готовы к решению задачи 26 номера, чтобы обосновать все возможные моменты. И при этом сейчас тоже готовы зарешать тестовую часть. Так что погнали. Перейдем к решению тестовой части. Рассмотрим первую задачу. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по вытянутой эллиптической орбите. Спутник находится в точке максимального удаления от Земли. Видите, нам даже это выделили. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно этого момента в движении спутника. Первое. Потенциальная энергия спутника в этом положении максимальна. Ну и поэтому давайте мы это все с вами сейчас объясним. Вот, например, у нас будет наша эллиптическая траектория, это будет такой эллипс, и здесь будет располагаться наша Земля. Наш спутник в данный момент времени будет располагаться на максимальном удалении от Земли. Здесь спутник, который будет лететь в данный момент времени со скоростью v маленькая вектор. При этом отметим, что здесь у нас будет расстояние, выраженное как, давайте обозначим, r2, а пусть здесь у нас будет расстояние r1, к примеру. Что нам будет известно, что потенциальная энергия нашего спутника в данный момент времени, она будет выражена как минус гамма m маленькое m большое, деленное в свою очередь на r2. Правильно? И в чем здесь прикол? В том, что, видите, здесь у нас расстояние от Земли до нашего спутника. И раз в данном случае наше расстояние, оно максимально, то на первый взгляд кажется, что эта штука максимальна. Правильно? Она принимает максимальное значение. Значит, потенциальная энергия минимальна. Но нет, мы здесь с вами потеряли знак минус. Минус потеряли. Значит, наоборот. Если же мы с вами получаем, что R2 здесь максимально, то тогда вся эта дробь у нас будет минимальна. Но при этом, так как здесь стоит знак минус, то все это будет максимально. Максимально. Ведь в чем у нас весь прикол есть? Вот, например, давайте я изображу ось X. Здесь у нас будет нулевая координата, здесь будет минус 1, здесь будет минус 2. Здесь будет, например, 1, здесь будет 2. Мы с вами получаем, что все вот это значение по модулю, оно принимает минимальное значение. И при этом, так как у нас здесь минус, то значит все это суммарно принимает максимальное. Ведь, например, минус 1 же у нас больше, чем минус 2. Поэтому получается 1 меньше, чем 2, но при этом по значению минус 1 больше, чем минус 2. Поэтому первый пунктик здесь неверно, это очень важно. Потому что правильно будет сказать, что у нас потенциальная энергия максимальна. Потом сила притяжения спутника к Земле в этом положении максимальна. Давайте мы с вами изобразим эту силу. Сила притяжения F, она у нас как будет выражена? F по модулю будет выражаться как гамма m маленькое m большое, деленное на r2 в квадрате. Так как r2 у нас максимально, то есть вот это принимает максимальное значение, конечно, сила F у нас принимает минимальное значение. Поэтому опять это будет неверно. И третья, полная энергия спутника в этом положении максимальна. Конечно же нет, потому что у вас, во-первых, действует одна единственная сила F, которая потенциальна, то есть у вас непотенциальных сил вообще нет, поэтому у вас верен закон сохранения механической энергии. Значит, механическая энергия, она просто равна константе.
Никакого максимума, минимума у него здесь нет. Поэтому опять третье здесь неверно. Четвертое. Импульс спутника в этом положении минимален. Но импульс, он у нас выражен как МВ. Если они утверждают, что импульс минимален, значит и скорость V маленькая у нас должна быть минимальна. Но как это мы можем с вами получить? Как раз таки из закона сохранения механической энергии. Что механическая энергия — это есть сумма кинетической и потенциальной, это константа. Значит, что мы с вами видим? Если у нас, например, в данном случае потенциальная энергия, она максимальна, то значит кинетическая энергия в данном случае будет минимальна. Правильно? Чтобы в сумме это была константа. А если же наоборот будет потенциальная энергия минимальна, то кинетическая будет максимальна. Но в данном случае мы с вами получаем, что у нас потенциальная энергия, она максимальна, то есть это принимает максимальное значение. Значит, конечно, кинетическая энергия у нас принимает минимальное значение. Поэтому я тогда и получаю, что наша скорость принимает минимальное значение, а значит и правда, что импульс принимает минимальное значение. Поэтому четвертый пунктик верен. И пятое. Ускорение спутника в этом положении минимально. Но здесь мы с вами должны воспользоваться опять вторым законом Ньютона, что масса на ускорение это будет как раз наша gm деленное на r в квадрате. Потому что у нас это будет единственная сила, и если записать второй закон Ньютона, это будет m вектор равно f вектор. Поэтому отсюда с легкостью мы с вами получим, что m это будет f. Ну и тогда мы с вами получаем, что наше ускорение будет выражено таким образом. А это будет gm большое деленное на r в квадрате. И так как у нас r здесь принимает максимальное значение, то есть будет r2 в квадрате, то значит, раз это максимально, то наше ускорение а будет минимально. Поэтому пятый пунктик нам также верен. Получаем, что наш ответ будет 4, 5. Решим следующее. В инерциальной системе отсчета вдоль оси ОХ движется тело массой 20 кг. На рисунке приведен график зависимости проекции в x скорости этого тела от времени t. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно движения этого тела. Вот мы с вами изобразили этот график, который мы с вами будем сейчас пользоваться. В промежутке от 0 до 30 секунд модуль перемещения тела в 2 раза меньше, чем в промежутке времени от 60 до 90. В чем прикол? Нам известно, что S проекция на ось X это будет как раз таки площадь под нашим графиком. При этом, если у нас Vx она положительная, то это будет плюс площадь под графиком. Если Vx отрицательная, то это будет минус площадь под графиком. То есть можно объяснить, что это будет плюс-минус площадь под графиком. И при этом вместе с этим мы с вами знаем, что у нас происходит движение вдоль оси X. А значит, получается, если мы с вами переместились на какое-то перемещение S-вектор, то S проекция на ось X это просто будет S. То есть модуль нашего перемещения. Так, давайте посчитаем модуль нашего перемещения за 30 секунд. Мы видим, что мы должны посчитать площадь этого прямоугольного треугольника, а значит, тогда я получаю, что за 30 секунд, ну давайте от 0 до 30 секунд, что мы с вами тогда здесь получаем? Что S у нас будет выражено как 1/2 на 30 секунд и на верхней кате, то есть этот катет будет выражен как 4 метра в секунду, то есть 4 метра в секунду. А значит, тогда получаю, что это будет 60 метров. Так, а в промежутке от 60 до 90, 60 до 90 секунд, у меня результат будет следующий. Так, это у меня здесь 60. Тогда, как вы видите, у меня будет в данном случае трапеция. Чтобы найти площадь трапеции, S, давайте 2, здесь S1, S2 обозначу как 1/2 на полусумму оснований. И помноженное на нашу высоту. Вот в данном случае будет высота, это 90 минус 60, то есть 30 секунд. И полусумма оснований. Первое основание это здесь, это будет 3 метра в секунду, второе 4 метра в секунду. Получаем 4 метра в секунду плюс 3 метра в секунду и помножить на основание 30 секунд. Тогда я получаю это 7 помножить на 30 деленное пополам. Это получается 210 деленное пополам будет как 105 метров. Тогда мы получаем, что S2 будет больше, чем S1. А нам говорят, что в промежутке от 0 до 30 у нас перемещение тела в 2 раза меньше, чем в промежутке от 60 до 90. Нет, неверно, потому что во втором случае у нас будет наш модуль перемещения выражен как 105 метров, а не 120 метров. Поэтому, конечно, это будет неправда. Следующее. В момент времени 95 секунд проекция нашей скорости Fx равнодействующих сил, действующих на тело, отрицательна. Но здесь мы должны с вами вспомнить, что ma-вектор это будет наша равнодействующая сила F-вектор. Значит, проекция на какую-то ось x, у нас ma(x) это будет fx. Значит, если наша проекция ускорения на ось x отрицательна, то и, конечно, проекция силы F на ось x отрицательна. Мы с вами ищем момент 95 секунд. Вот здесь будет 95 секунд. Видим, что, конечно, наша проекция ускорения будет отрицательна, потому что в этом случае AX, это же всегда что? Это конечная, типа, проекция на ось x минус начальная проекция на ось x, деленная на этот промежуточек времени, дельта t. И как мы с вами видим, здесь конечная, например, 0,
А начальный в данном случае 3 метра в секунду. То есть это уже будет, конечно, отрицательно, потому что это будет 0 минус 3 метра в секунду, деленное на тут 10 секунд. Это будет меньше нуля, значит, АХ у нас отрицательно, а следовательно, f про x минус x у нас будет отрицательно. Это, конечно, в промежутке времени от 90 до 100 секунд. Поэтому мы получаем, что второй пунктик у нас будет верным. Третий. В промежутке времени от 90 до 100 секунд направление равнодействующей силы, действующее на тело, совпадает с направлением скорости тела. Нет, неверно, потому что наша fx, она отрицательна, а следовательно, вектор f у нас направлен против cx, потому что его проекция, она отрицательна. Но при этом наша скорость, в данном случае, видите, в проекции x, она положительна. То есть vx у нас положительно. А раз у нас vx положительно, следовательно, вектор v у вас совпадает с осью x, с направлением. Поэтому, конечно, это будет неверно. И четвертое, в промежутке времени от 10 до 30 секунд равнодействующая сила, действующая на тело, совершает работу, равную нулю. Но, как мы уже с вами видим, это нет, потому что у нас скорость проекции x, она растет, значит, ускорение а проекции x, она в данном случае будет положительно, а значит, тогда у нас и проекция нашей силы f на x будет положительно. То есть у нас получается fx и vx, они оба положительны, значит, f и v, они сонаправлены. Там не нулевая мощность, и, значит, точно не нулевая работа. То есть это, конечно, будет неправда. Потом, кинетическая энергия тела в момент времени 15 секунд равна 40 джоулям. То есть мы должны посмотреть момент времени 15 секунд, увидеть, что в данный момент времени наша скорость будет выражена как 2 метра в секунду, и посчитать кинетическую энергию. Ведь это же будет mv маленькое в квадрате пополам. Тогда вспоминаем, что масса нам известна как 20 килограмм. 20 килограмм. Помножаем на 4 метра квадратных на секунду в квадрате. 4 метра квадратных на секунду в квадрате делим на двоечку. Получаем 40 джоулей. Да, это уже будет правильный ответ. Пятое правильно. Значит, будет ответ 2, 5. Ну и финальная задача. Свинцовый брусок массой М1 равный 1000 грамм покоится на гладкой горизонтальной поверхности. На него налетает пластилиновый шарик массой М2 равный 200 грамм, скользящий по поверхности со скоростью 3 метра в секунду. В результате тела слипаются и движутся как единое целое. Выберите все утверждения о результатах этого опыта. Ну и первоначально давайте мы с вами сделаем рисуночек, где мы с вами укажем наш брусочек свинцовый, который будет изначально покоиться, у него пусть будет масса М1. И на наш брусочек будет налетать наш шаричек с начальной скоростью v0 вектор. При этом скорость v0 по модулю нам также известна. Здесь будет масса m2. В чем будет весь прикол? В том, что в момент соударения вам будет известно, что внешняя сила это будет n mg, которая будет в свою очередь вертикальная. Значит, проекция на ось x у нас импульс будет в данном случае сохраняться. Давайте это здесь отображу. Вот у нас будет шарик, который здесь налетает. И вот они будут силы взаимодействия. То есть они будут ударные в данном случае силы f1,2 вектора и f2,1. Они будут сильно увеличиваться. Но они являются внутренними. И поэтому они никак не будут влиять на изменение вашего импульса системы, если мы с вами будем для него записывать. Поэтому в проекции на ось x, конечно, наш импульс будет сохраняться, потому что равнодействующая всех внешних сил проекции на ось x у нас будет равна нулю. Ну и так как у нас равнодействующая всех внешних сил проекции на ось x равна нулю, то, конечно, наш импульс P системы проекции на ось x, он у нас сохраняется, он равен константе. Тогда, что у нас, получается, было? Была такая система, что у нас здесь была начальная скорость v0, а брусочек покоился. m маленькая 1, здесь m маленькая 2. А потом мы с вами получаем, что у нас брусочек вместе с этим шариком, они двигаются как единое целое с некоторой новой скоростью u. И получаем, что у нас вначале это будет чисто m2 на v0, потому что у меня направленность ось x. Это будет m1 плюс m2 на u. Тогда я получаю наше значение скорости u. Это будет v0, деленное на m1 плюс m2. Все это, конечно, помножено на массу m2. Поставляем наши значения, и получается u это будет v0 помноженное на m2, это у нас будет 200 грамм, и делим на 1200 грамм. Получаем, что это будет выражено как 1/6 от v0. Ну или по-другому, так как v0 это 3 метра в секунду, я получаю, что это будет 1/2 метра в секунду. Ну или что будет выражено как 0,5 метра в секунду. То есть у нас это, конечно, совпадает, то есть первый вариант правильный. Ну и второй, в результате соударения выделилось количество теплоты, равное 0,75 джоулей. Давайте здесь мы с вами запишем закон об изменении механической энергии. Он будет гласить следующее, что у вас изменение механической энергии, то есть Е конечная минус Е начальная, это будет работа всех непотенциальных сил. Очень важно, что именно всех непотенциальных сил. Всех непотенциальных сил. А это значит будет работа каких сил? Работа силы АН
плюс внутренних наших сил, то есть АФ1,2 плюс АФ2,1. И при этом наша сила n-вектор, она перпендикулярна нашей скорости u. То есть работу она не будет совершать. То есть n у нас совершает нулевую работу. И при этом, так как у нас с вами происходит слипание, то есть у нас здесь будет выделяться теплота, сумма этих работ, она у нас будет отрицательной, то есть она будет меньше нуля. И поэтому выделившаяся теплота Q, она и будет выражаться как минус АФ1,2 плюс АФ2,1. И поэтому тогда я получаю, что Е конечная минус Е начальная, она у нас и будет выражена как минус Q. И тогда нам остается выразить изменение этой механической энергии. Что у нас будет в конце? В конце у нас будет конечная кинетическая энергия, то есть М1 плюс М2 на U в квадрате пополам, минус начальная кинетическая энергия. Это у нас будет чисто М2 на V0 в квадрате пополам. Это будет наша минус Q. Значит, тогда клещ теплоты Q выражается как М2 пополам на V0 в квадрате минус М1 плюс М2 пополам на U в квадрате. Остается это чисто подсчитать. Давайте здесь поставим численные данные. М2 это будет 200 грамм, то есть будет 0,2 килограмма. На V0 в квадрате это 9 метров на секунду в квадрате. Все делено на двоечку. Все это минус 1200 грамм, значит получается 1,2 килограмма. Потом помножаем на U в квадрате, а мы с вами получили, что U это будет 0,5 метра в секунду, значит будет 1/4 метра квадрат на секунду в квадрате. Здесь делим еще на двоечку, то есть мы делим на 8. И тогда я получаю, что наша Q выражается как, давайте здесь посмотрим, то есть будет 1,8 деленное на 2, или по-другому как 0,9 минус 0,6 помножить на 1,4. Получаем 0,9 минус, здесь делим на двоечку, получаем 0,3 деленное пополам, значит получается 0,15. То есть минус 0,15. Тогда этот результат нам будет давать 0,75 джоулей. Да, ответ абсолютно верный, то есть они нам всю правду сказали. Потом кинетическая энергия свинцового бруска после соударения равна 0,25 джоулей. Но давайте посмотрим. То есть у нас для свинцового бруска будет известно, что кинетическая энергия это будет М1 U в квадрате пополам. Значит, будет 1 килограмм. Мы с вами помножаем на 1/4. Метр квадратный на секунду в квадрате деленное на 4. Значит, получается, это будет 1/4 деленное пополам. То есть как минимум 0,25 делим пополам. Уже джоулей. Ну и как видите, это, конечно, будет не 0,25. Поэтому это уже будет неверно. Потом суммарный импульс тела после удара равен 3 килограммам на метр в секунду. Ну, суммарный импульс в конце это будет m маленькая 1 плюс m маленькая 2 на u. Получается, это будет 1,2 килограмма помноженное на 1/2 метра в секунду. Значит, я получаю 0,6 килограмм на метр на секунду. Опять это у нас не совпадает, это у нас неверно. Потом общая кинетическая энергия системы, тел брусок плюс шарик при ударе не изменилась. Она изменилась, потому что у вас изменение кинетической энергии в данном случае пошло как раз на выделение теплоты. Поэтому тогда, конечно, это будет неверно. Поэтому наш правильный ответ это 1,2. Всем спасибо за просмотр этого мощного видеоролика. Я уверен, что вы повторили или изучили все необходимое в этой теме для ЕГЭ по физике, так что вы сможете ее затащить и вообще не будете ее бояться. Я отмечу, что скоро наступает лето, и многие в основном в это время чилят, отдыхают и начинают работать только где-то осенью. В огромной суете, вместе с другими предметами в школе, когда ничего не успеваешь и так далее. Но я отмечу так, что лично я как раз таки взял все свои олимпиады. Это призерство на все России, победительства на разных перечнях олимпиад, именно за счет того, что я работал летом. Аналогично все мои друзья и знакомые, которые взяли олимпиады или взяли высокие баллы на ЕГЭ, они себе говорят спасибо за то, что они готовились именно летом, потому что много свободного времени. И я тебе уже советую начать готовиться к ЕГЭ по физике этим летом. Поэтому я буду специально для тебя проводить летнюю школу к ЕГЭ по физике следующего года. Так что присоединяйся, ссылочка будет в описании. Это будет круто, будет с кайфом, где мы вначале немножечко познакомимся с миром физики, изучим с нуля кинематику и динамику, также статику, и при этом уже начнем решать некоторые задачи второй части, где ты познаешь, как при этом это все нужно оформлять. И уже в августе мы с тобой изучим самую сложную тему 11 класса. Это электромагнетизм, который все боятся. Все там, что это такое? Мы это все с тобой пройдем.
Так что в начале 11 класса тебе будет с кайфом ее ботать в школе. А потом, во второй половине 11 класса, когда ты ее будешь повторять на моем годовом курсе, ты мощно все отшлифуешь и сможешь решать любые задачи на эту тему. Так что переходи по ссылочке в описании и записывайся на мою летнюю школу. До встречи на вебинарах. И заодно, уже этой осенью у меня стартует мой годовой курс к ЕГЭ по физике. Если ты хочешь сдать ЕГЭ по физике на высокий балл, то переходи по ссылочке в описании, и все у тебя получится. Так что всем счастья, мира, добра, любви. Пусть все у вас будет прекрасно, конечно, волшебно. Пока-пока. Ну и смотрите другие видеоролики к ЕГЭ и Олимпиадам на данном YouTube канале.